Смотрите, какие красивые цветы расцвели. Давайте подойдем посмотрим, что это такое, более подробно. Нет, конечно, это не цветы, это молодые листья. И это растение называется пиерис японский. На мой взгляд, очень интересное и очень декоративное растение. Но посудите сами, вот сейчас, примерно в середине весны, у него появляются новые листья. Они очень интересного цвета, они могут быть розовые, как вот у этого экземпляра, они могут быть красные, они могут быть даже белого цвета. Потом со временем, когда они становятся взрослые, то есть примерно летом, они приобретут вот такой насыщенный зеленый цвет, как вот у этих старых листьев. Кустарник вечно зеленый, поэтому вот эта смена цвета листвы, это очень интересно. И в принципе он украшает ваш участок на протяжении всего года. Он вечно зеленый. Но есть у него и цветы. Зацветает пиерис японский примерно в конце зимы, в самом начале весны. Согласитесь, немного у нас есть растений, которые цветут в это время года, когда еще очень холодно. А цветущий пиерис опять же будет украшать ваш сад. У него такие кисти из мелких цветочков. Кисти довольно большие. Эти цветочки имеют форму колокольчиков таких маленьких, чем-то ландыш напоминают. Тоже могут быть белого цвета, могут быть розоватого цвета. Приятно пахнет. И самое интересное, что опыляется пчелами. Но вот здесь нужно сделать оговорку. Дело в том, что пиерис растение ядовитое. Несмотря на то, что все части его в принципе ядовиты для людей, да и для животных, его очень широко используют в озеленении, в каком-то декоративном садоводстве. Но имейте в виду, что вот этот мед, который вырабатывают пчелы, опыляя пиерис японский, он тоже может быть ядовитый. Хотя, конечно, для того, чтобы ним отравиться, нужно очень много этого меда. Но, тем не менее, я не пчеловод, конечно, советов тут давать не буду. Будьте с этим внимательны и осторожны. И вот когда пчелы опыляют эти цветочки, которые здесь были в конце зимы, в начале весны, образуются вот такие небольшие коробочки с семенами. А что же нужно пиерису, чтобы он хорошо себя чувствовал на вашем участке? Давайте по порядку. Почва. Пиерис любит кислые, хорошо дренированные почвы. Что такое кислое? pH должен быть в пределах от 3,5 до 5 примерно. Собственно говоря, такая же почва, как у рододендронов и у азалий. Немножко отвлекусь. Рододендроны и азалии уже все в бутонах. Некоторые рододендроны даже уже начали цвести. О них я снимал подробные видео. Ссылки оставлю в описании. Переходите, смотрите, если интересно. Так вот, он любит кислые почвы. Свет. Здесь вам нужно найти правильный баланс. В принципе, вы можете посадить его на открытом месте. Но если вы живете в южных регионах, где в середине дня, в полдень солнце печет немилосердно, его листва начнет портиться, начнет жухнуть. Если посадите в сильную тень, то количество цветочных почек будет закладываться меньше. Цвести он будет менее обильно. Хотя листва, наоборот, будет выглядеть шикарно. В общем, найдите этот компромисс. Желательно, я думаю, рассеянную тень, чтобы он получал и света достаточно для хорошего цветения, и в то же время, чтобы солнце сильно не обжигало вот эти листья, чтобы и листва была буйная, роскошная, и чтобы цветения было много. Нужно найти правильный компромисс. Теперь по поводу поливов. Пиерис японский любит влагу. Он любит, когда его поливают. Засуху он не переносит. При сильной засухе он начинает сбрасывать листья и сбрасывать бутоны. То есть вы не добьетесь ни шикарной листвы, ни цветения красивого, если будет засушливо. Он любит влагу, но ни в коем случае не любит застоя воды. Он не любит болота. Ни в коем случае корни его не должны замокать. Поэтому поливать нужно. Нужно создать ему, как я сказал, влагоемкую почву, но хорошо дренированную, чтобы влага от корней отходила. Удобрения. Тут я дам такой совет. Удобряйте его удобрениями, которые предназначены для рододендронов, для растений, которые любят кислые почвы. Это будет, я думаю, самый лучший для него вариант. Обрезка. Пиерис японский растение медленно растущее и, в принципе, в особой какой-то обрезке не нуждается. Но вот когда он отцвел, а он уже отцвел, и завязались вот эти коробочки с семенами, вот их сейчас можно, в принципе, удалить. Удаляя эти коробочки с семенами, вы как бы стимулируете рост. Растение не тратит силы на вызревание этих семян, а пустит эти силы на то, чтобы образовать новые красивые побеги. Да, иногда, в особо суровой зимы некоторые
особенно молоденькие маленькие веточки, могут подмерзнуть. Их, естественно, тоже стоит удалить. И вот тут важный вопрос про морозостойкость. В принципе, пиерис японский выносит до минус 30 градусов температуры. Так что, фактически для всей территории Украины он идеально подходит. На сегодняшний день выведено множество сортов пиериса японского. Это могут быть маленькие растения, примерно полметра высотой, а могут быть довольно большие кустарники, 3-4 метра. Соответственно, вы можете использовать его в дизайне вашего сада по-разному. Вы можете высадить одиночное растение вот так, как здесь. Вы можете создать из него ширму, высадив в ряд несколько растений, напомню, он вечно зеленый, и прикрыть что-то, например, в виде такой вечно зеленой ширмы. Правда, растет медленно. Стоит это учитывать. Вы можете создать японский акцент в своем саду. Вот если вы любите японский стиль, Джинара, привет, вот это растение идеально для вас подходит. Оно действительно придаст что-то японское вашему саду. Вот смотрите, как интересно получается. Вроде бы растение жестко привязано к определенным условиям. Он любит кислую почву, он любит влагу, он очень чувствителен к свету. Но если на вашем участке все эти факторы совпадают, пиерис японский превращается совершенно в малоуходное растение. Вот так, как здесь. Никто его здесь не поливает специально, никто его здесь не удобряет, никто его не обрезает. Но, тем не менее, вот здесь на такой полянке в окружении леса он чувствует себя великолепно. Поэтому могу вам порекомендовать сделать следующее. Если у вас эти факторы не совпадают, пиерис японский можно отлично выращивать в контейнере. Как я сказал, уже есть сорта низкорослые, маленькие, растет он медленно. Он идеально подойдет для контейнера. Наполните контейнер кислой почвой, купите специальную кислую почву. Поставьте его в саду в таком месте, где он будет в рассеянном свету, в рассеянной тени находиться. Ну и, конечно, не забывайте регулярно поливать и удобрять. И будет у вас шикарный пиерис, даже если ваши условия совершенно для него не подходят. Ну вот, пожалуй, на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.